Мышки 0, то есть кем-то съеденные мышки. Мышки 1, то есть мышки доступные, включая съеденные или съедаемые. Мышки 2, то есть в том числе еще и не родившиеся мышки, по поводу которых могут быть те или иные обстоятельства, обязательства. Интересно заметить, что распределение мышек и денег во всем мире описываются одними и теми же законами. Например, одна змея может проглотить и 3 мышки, в то время как другая предпочтет остаться голодной и лечь спать натощак. Статистика же утверждает... Это очень интересно. А как бы вы описали развитие экономики? С одной и с другой стороны? Да, попробуйте. Охотно. Экономическое развитие общества основано и обеспечивается ростом производительности труда. Это понятно? Да, а рост производительности труда нам необходим, так как иначе мы попадаем в мальтузианскую ловушку, когда рост производства компенсируется ростом населения, как и было в истории до капитализма на всем протяжении. Это тоже понятно, и это тоже с одной стороны. Рост производительности обеспечивается в первую очередь разделением труда, то есть происходит концентрация и специализация производства, логистических и финансовых цепочек. Финансы, а именно кредит и долг, то есть заем из будущего, это другой источник роста при капитализме. И неэквивалентный обмен и ограбление колонии третий. Совершенно верно. По мере развития капитализма это все тоже растет и натыкается на естественные пределы. Земной шар, глобальная экономика, новых рынков нет и не предвидится, огромный совокупный долг, который нужно еще обслуживать. Все, дальше просто некуда расти. Даже если кто-то что-то отнимет у кого-то, суммарно вместе они не растут. Это понятно? Это тоже с одной стороны. Что еще происходит? У роста производительности труда появляется проблема. Растут накладные расходы. Все больше людей занято не в производстве товаров и полезных услуг, а в процессе нахождения товара своего покупателя. Товары нужно перевозить, хранить, продавать, а многие товары, в особенности компоненты, при этом вообще остаются невостребованными. Условно говоря, не каждому винтику суждено найти свою гаечку. Иногда полезность товаров искусственно снижается, чтобы все время покупались новые, а старые быстро ломались и выбрасывались. Это уже приводит не к росту производительности труда, а к росту свалок с мусором. Кроме того, если производительность труда и растет относительно работающих, то она давно перестала расти относительно живущих. Все больше появляется людей, которые не работают вообще и сидят на пособии, или делают что-то общественно бесполезное. Офисные хомячки, большую часть времени проводящие в интернете в чатах с ботами, или составляющие никому не нужные отчеты и презентации, проводящие время с утра до вечера, общаясь с себе подобными. Это тоже с одной стороны. Если отнести производительность труда ко всем этим, то она не растет где-то с конца 60-х годов. Как раз с началом внедрения компьютеров и перемещения производства в Юго-Восточную Азию. Реальное производство все более оторвано от людей. Оно сосредоточено где-то там, в облаке, со всеми проблемами и радостями от их решения. Как страшно жить. Да, и это порождает еще одну проблему с одной стороны – рост социалистических идей. Работающему на заводе легко объяснить, почему тот получил больше, чем этот. Например, тот произвел больше чурбанчиков, лучшего качества. Или они лучше продаются. Вот именно. А как объяснить одному офисному хомячку, который сидит на конференции, почему другой хомячок получает больше? Ведь он сидит на такой же конференции по развитию бизнеса, протирает обивку такого же кресла. Вот им в голову и приходят идеи социального равенства, гендерного и межвидного равноправия, гарантированного дохода, всеобщего. Владимир Ильич? Какой сюрприз! А что вы тут делаете? Я, то есть их, иду привычным путем. Они думают, если Ленин, то он всегда другим путем ходить должен, причем мимо. А вот вам зюськи. Наденька, отойдите наконец от витрины. Мы не покупаем бесполезную для вас косметику. Как говорится, седлом корову не украсишь. Мы с вами идем в библиотеку читать труды лучших умов современности Хазина и Вассермана. Старик совсем с ума сошел. Зато и теперь живее всех живых. Да,
О чем я? Так вот, социалистические идеи в головах у офисных хомячков растут не хуже, чем у люмпен-пролетариата. На той же, хорошо унавоженной почве всеобщего безделия. Они имманентны. Какое умное слово. Да, имманентны современному западному обществу. Вы серьезно? То есть социализм, по-вашему, неизбежен? Вполне. Но должна разочаровать поклонников идей Чучхе, Маркса, Че и прочих. Это больше будет напоминать ореловский инксок. С министерством любви, спецслужбами, всеобщим наблюдением, сверхлояльностью, рейтингами, клиповым сознанием, бесправием, новоязом и прочими хорошо уже узнаваемыми образами и пружинками. И это тоже с одной стороны. Да. Но что же находится с другой стороны? А с другой стороны у змеи хвост. На всем протяжении? Как видите, мы должны срочно закончить передачу. Вот такие времена. Ловите змею, заберите у нее рыбу.